Всем привет! Каждый человек на планете настолько уникальный и необычный, что вы не найдете двух одинаковых людей во всем мире. Даже близнецы, которые похожи друг на друга как две капли воды, имеют разные отпечатки пальцев. Но есть люди, которые уж очень отличаются от других. Бывает, что это их осознанный выбор, а бывает, что человек рождается с какой-то генетической мутацией, которая не может не отразиться на его внешнем виде. Сегодня расскажем вам о самых редких генетических мутациях. Прогерия или синдром Хатчинсона-Гилфорда. Это редкая генетическая мутация, которой подвержен один человек из 5-8 тысяч. Детский организм начинает стареть очень рано. Как правило, с 2-летнего возраста уже происходят изменения, такие как серьезная задержка роста и очень позднее появление зубов. Плохо работают суставы, дети лысеют, выраженная дряблость кожи, происходит увеличение верхней части черепа, нос приобретает характерную форму. В среднем дети с такой болезнью живут около 13 лет. В медицине известен лишь один случай, когда японец с прогерией прожил 45 лет. Обычно смерть таких людей происходит из-за инсультов и инфарктов. На сегодня это заболевание неизлечимо, но можно продлить и улучшить качество жизни таких детей. Основная причина болезни – мутация гена, который отвечает за формирование вещества ламин. Именно ламин участвует в образовании оболочки клеток. Девочки страдают от этого заболевания в 2 раза реже, чем мальчики. Во всем мире насчитывается около 80 детей с такой мутацией. Надеемся, что в скором времени ученые все-таки смогут изобрести лекарство, способное излечить детей от прогерии. Синдром Юниротана. Характерным отличием этого заболевания является невозможность ходить на 2 ногах. Люди, страдающие этим синдромом, ходят только на четвереньках. Заболевание названо в честь биолога, который открыл его, изучая необычную семью в Турции. Обычно люди с таким заболеванием рождаются с мозговой недостаточностью. В 2006 году о семье Улас, ходившей на четвереньках, был снят фильм. По словам ученого, этот синдром – это обратная ступень в эволюции, вызванная генетической мутацией. Интересен тот факт, что все случаи синдрома Юниротана были обнаружены в Турции. Гипертрихоз. Это редкое заболевание называют также синдром оборотня. Человек-оборотень рождается 1 из миллиарда. Люди с таким заболеванием имеют чрезмерное количество волос на лице, на ушах, плечах и всем теле. Во время формирования плода связи между дермой и эпидермисом нарушаются, что приводит к гипертрихозу. Синдром Видемана-Раутенштрауха. Во всем мире насчитывается не так много людей с этим редчайшим заболеванием. Основные признаки – это преждевременное старение и невозможность набрать вес, даже если постоянно есть. Как правило, процент жира у таких людей равен 0. Но самое интересное, что все внутренние органы, кости и зубы здоровы. Известный представитель данного синдрома – блогер Лиззи Веласкес. Кистозная гигрома. Еще один блогер с весьма необычной внешностью – Маримар Квироа. Эта девушка родилась с огромной опухолью на лице, которая не позволяет ей разговаривать. Маримар дышит благодаря отверстию на шее. Ее правое ухо почти не слышит, а питается она через отверстие в животе. При всем этом девушка смогла найти в себе силы создать свой YouTube-канал, где снимает видео о макияже. А раньше Маримар прятала свое лицо от окружающих и старалась не появляться среди людей. Красота внутренняя для этой девушки намного важнее внешней. Маримар живет полноценной жизнью. Она учится на сурдопедагога, ходит в школу красоты и даже стала учителем по зумбе. Полицефалия. Как бы нам жилось, если бы пришлось делить свое тело с кем-то другим? Даже не хочется о таком думать. Но есть люди, живущие с 2 головами. Полицефалия – редкий случай с сиамскими близнецами, примерно 1 на 200 тысяч. Обычно это 2 человека с одним общим туловищем, каждый из которых может контролировать свою половину тела. Очень редко бывает, когда одна голова паразитирует. Но, к сожалению, удачно разделить близнецов не получается. Почти всегда это летальный исход. Сиреномелия –
Это заболевание еще называют синдром русалки из-за врожденных аномалий нижних конечностей, которые напоминают хвост русалки. Науке известно 300 таких случаев. Большой процент рожденных с сиреномелией среди близнецов, один из которых имеет заболевание. Также этому синдрому подвержены дети, матери которых болеют сахарным диабетом. Чаще болеют мальчики, а вероятность рождения такого ребенка 1 на 80-100 тысяч. Большинство детей с этим заболеванием умирают еще совсем маленькими. Такие дети страдают от проблем с позвоночником, желудком, особенно часто встречается недоразвитость легких. Синдром Протея – редкое заболевание, от которого страдает 1 человек на миллион. Этот синдром влияет на внутренние органы, кожу и кости. Такие люди подвержены тромбозам, доброкачественным опухолям, часто тело становится асимметричным. Бывает, что больные люди умственно неполноценны. Чаще у людей поражаются ноги, и больные имеют косоглазие. Синдром Протея – это наследственное заболевание, возникающее совсем на ранних стадиях развития плода. Анальгия или врожденная нечувствительность к боли. Такая мутация чаще встречается у маленьких детей, которые успешно ее перерастают. Но бывают случаи, когда эта болезнь переходит во взрослый возраст. И, казалось бы, можно радоваться, что не чувствуешь боли. Но на самом деле это очень опасно. Человек может получить ожог, ломать кости, у него даже может развиться сепсис, а он ничего не чувствует. Такие больные абсолютно не догадываются о состоянии своего здоровья, ведь их ничего не беспокоит. Во всем мире известно 20 случаев анальгии. Интересный эпизод, когда женщина с таким заболеванием смогла чувствовать боль после того, как родила ребенка. Эпидермодисплазия вируциформная. Это особо редкое заболевание делает человека склонным к вирусу папилломы человека. Из-за этого на коже больного образуются папулы. Такие наросты на теле делают человека похожим на дерево. Они образуются, как правило, на участках кожи, которые часто находятся под солнцем. Полностью вылечиться от этого недуга пока не удается, но можно замедлить или даже немного приостановить образование новых папул. Мир узнал об этом заболевании, когда люди посмотрели видео с человеком из Индонезии, который был покрыт папулами. Он перенес множество операций по удалению наростов, но, к сожалению, спустя время они начали появляться опять. Аргироз – это весьма редкая мутация, еще известна под названием синдром голубой кожи. Эта аномалия возникает из-за избытка серебра в организме человека. Многие видели фотографию Пола Карасона, кожа которого стала серо-голубого цвета, как у смурфиков. Это произошло из-за того, что калифорниец часто употреблял бальзам из воды и коллоидного серебра. Умер Пол Карасон от сердечного приступа. Еще известен один случай, когда кожа мужчины стала серо-синего цвета, а волосы посветлели из-за капель от насморка, содержащих серебро. Эктродактилия. При этом заболевании руки или ноги человека похожи на клешни из-за недоразвитости пальцев или их отсутствия. Часто такие люди бывают глухие. Эта мутация происходит из-за сбоя в работе 7-й хромосомы. Бывает, что пальцы больного срастаются. В таких случаях врачам удается их разделить. После выхода фильма «Ведьмы» с Энн Хэтэуэй многие люди с таким синдромом были возмущены. Негодование зрителей вызвал образ главной ведьмы, руки которой выглядели точно так же, как у больных эктродактилией. После этого Энн Хэтэуэй извинилась перед зрителями и сказала, что ей очень жаль, что она не знала этого раньше. Триметиламинурия. Это заболевание относится к крайне редко встречающихся в мире. Нет даже данных о количестве людей с этой болезнью. У таких больных в организме накапливается триметиламин, вещество с очень неприятным запахом, наподобие протухших яиц и рыбы. Когда человек потеет, триметиламин выделяется из организма, и рядом с человеком невозможно находиться. Такие люди, естественно, избегают общественных мест и часто страдают от депрессий. Пигментная ксеродерма. Пигментная ксеродерма считается наследственным заболеванием. Люди с этой мутацией очень чувствительны к солнцу. Симптомы болезни часто проявляются еще в раннем детстве. Находясь на солнце, у ребенка появляются серьезные ожоги на теле, сухость кожи и веснушки по всему телу. Такие люди больше всех подвержены развитию рака кожи. На сегодня ученым известно 8 видов этой болезни. По статистике, от пигментной ксеродермы страдает 4 человека из миллиона. Полителия.
Полителия – редкое генетическое заболевание, из-за которого у одного человека из 18 имеется один или несколько дополнительных сосков на теле. Выглядят они как маленькие родинки или пятнышки. Полителия является атовизмом, ведь дополнительные соски должны исчезнуть еще до рождения. Но бывает, что человек рождается даже 6 или 8 сосками. В США таких людей насчитывается около 200 тысяч. Страдают от полителии Марк Уолберг, Тильда Суинтон, Лили Аллен. В мире рождается множество людей, не похожих на остальных. Виной тому генетические мутации. И сегодня общество должно наконец-то стать добрее и толерантнее к другим людям, которые страдают из-за своих болезней. А какая из генетических мутаций впечатлила вас больше всего? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал.